Всем привет! Продолжаем играть в Моровинт. Находимся мы в цитадели Дагатур. Собственно, перед входом к самому Дагатуру. Орк по-прежнему с нами. Давайте проследуем, недолго думая. Добро пожаловать, луна и звезда, туда, где творится предназначение. В общем-то, нам с ним нужно сначала коротко поговорить, но перед этим я, пожалуй, призову Алчущего. Потому что разговор этот закончится, как мы знаем, плохо. Да и ману было бы неплохо восстановить. Хоть немного. Это здесь началось, здесь и закончится. Ты хочешь сказать прощальные слова, или ты предпочитаешь оставить вежливость и перейти к делу? В конце концов, это наше дело, и ты бросаешь вызов. Тебе принадлежит право первого удара. Прощальные слова, ну давай. Теперь, когда вы здесь, остается только одно. Уже долгое время я обдумываю, как предложить вам разделить со мной власть. Я могу принять вашу клятву верно служить мне. Вы можете завоевать мое доверие, отдав призрачный страж, разделитель и разрубатель, и мы снова сможем стать друзьями, товарищами, собратьями по оружию. Это место и власть принадлежат мне по праву чести. И я не желаю рисковать этим, обращаясь к лжи и предательству. Я ничего вам не предлагаю. Если вы враг, я не могу вам доверять. И даже если вы не враг мне, я не могу оставить вас в живых. Все будет решаться там. То здесь, то там. Мне кажется, что я держу верх, но ни в чем нельзя быть уверенным, и я бы хотел, чтобы меня запомнили благодаря моим словам. Так что, если у тебя есть последние вопросы, задавай их прямо сейчас. У меня есть вопросы, которые я тоже задам тебе, если ты согласишься на них ответить. Ну, у меня вопросов нет, мы их уже 100 раз задавали, я думаю, что смысла это все растягивать никакого нет. Ждет первого удара, блин, но придется все-таки обсудить. То есть он задает мне вопросы. Ты действительно возрожденный Неревар? Я герой, что гуляет сам по себе и сам творит свою судьбу. Ты храбр, я ценю твою независимость. Ты тот, кто ставит предел могуществу богов. Надеюсь, что барды в песне воздадут должное твоей славной смерти. Но мы все понимаем, что смерть это случится не здесь. И насчет богов он тоже погорячился. Мой второй вопрос. Если ты победишь, что ты собираешься делать с силой сердца? Сделаешься ли ты богом и установишь теархию, или закончишь Акулахана и поборешься за контроль над Тамриэлем с септимами? Или разделишь сердце с последователями, как я, и вырастешь новый народ божественных бессмертных? Ну, ни то, ни другое, ни третье, конечно же. Я пришел, чтобы уничтожить и сердце, и тебя, и все здесь происходящее. Что ж, возможно, для меня в запасе есть и еще сюрпризы. А может быть, ты нарочно скрываешь свои планы? А может, блефуешь? Не имеет значения. Зачем спрашиваешь тогда? Мой последний вопрос. Если бы я предложил тебе присоединиться ко мне, отдал бы ты мне призрачного стража, разделитель и разрубатель, в подтверждение твоей клятвы верности? Нет, конечно. Спасибо за откровенный ответ. Но сейчас, если у тебя есть вопросы, задавай их. В противном случае ты бросаешь вызов. Я жду твоего первого удара. Нет, удара он не ждет, он нападает сам. Но мы видим, что паралич на него прекрасно действует. У орка у нашего, правда, закончились заряды в мече. Но я думаю, что это не помешает. А орк наш, я напомню, 5-го уровня, друзья. 5-го. Да, обвешанный артефактами, но тем не менее. Ну, следа никакого не остается. Орк нам там не понадобится. Я его оставлю здесь. Это большая честь для меня. Да, это уж точно. Вот кольцо. Нам дают кольцо сердца. Неплохое, но при использовании, к сожалению. Так, здесь что у нас? Здесь мы, в принципе, берем, надеваем на себя призрачный страж. Надеваем разделитель. Так.
Да особо и все. Я не особо бафаться, я думаю, что нет никакого смысла. Давайте сохранимся на всякий случай, если вдруг что пойдет не так. Что же это случится? Я Бог. Как ты можешь убить Бога? Какой великолепный, сокрушительное простодушие. Как мог ты быть столь наивным? Отсюда нет выхода. Никакой возврат, никакое вмешательство здесь не помог. Давай же, сложи оружие. Еще не истек срок моего милосердия. Ну, наивный Дагатур думает, что он меня обманул, но на самом деле это я обману его. Наша задача сейчас приблизиться к сердцу, вон оно там, с тем, чтобы он телепортировался сверху отсюда вниз. Но биться с ним пока не стоит, пока не уничтожено сердце. Поэтому я выпил зелье левитации. Вот он появился. Но нам надо, чтобы он сбежал. А он сбегать что-то не хочет. Ну давайте пробовать. Один раз. Так, я обновлю левитацию, а то что-то мне кажется, что мы можем закончить плохо. Берем разрубатель и долбим по сердцу. Все, сердце уничтожено. Мы залазим вот сюда. Дагатур начинает метаться, но не бежит туда почему-то. Я, честно говоря, ждал, ну как в оригинале, что он побежит. Поэтому мы действуем по той же схеме. Призываем алчущего. Так, паралич по-прежнему неплохо работает. Также призываем святошу. Свитком, естественно. Я вот прошел сюжет, но святошу призывать так и не научился. Ну и, в общем-то, наблюдаем. Я думаю, что и Дримору можно до кучи призывать, чтобы все это как-то ускорить. Так, Дриморка наш. Так, и у меня закончилась мана, блин. В самый подходящий момент, конечно же. А и все. Даже Дримора не понадобился. Но здесь мы видим, что в отличие от оригинальной игры, кстати, Дагатур исчез, нет трупика, святоша не атакует сердце. То есть мы видим, что святоша видит сердце. Оно никуда не делось, если вот подойти, оно здесь. Вот сам Акулахан, собственно, вот он. А здесь вот оно и сердце. И святоша его прекрасно видит, но в отличие от оригинала, как я уже сказал, не атакует. В общем-то, здесь нам больше ловить нечего. Я, наверное, применю левитацию. У нас есть вот такой вот стальной клинок небес. И мы тем же порядком, как пришли, возвращаемся. Здесь мы можем понаблюдать картину, как разрушается Акулахан. Вот так вот по частям. Но подразумевается, что мы будем бежать по вот этому пандусу. Ну и все. Дверь между тем закрыта, нужно повернуть рычаг. Не все до этого догадываются. И все, выходим. Орк нам здесь больше не нужен. Я отправлю его своим ходом. Ну отсюда, в принципе, можно. Это же не телепортация в традиционном виде. В общем, мы отправим его в Альдрун. А нам нужно еще увидеть Азуру. Ролика не будет. Она просто отдаст нам кольцо. Ну, мы все знаем, что там в ролике. Она намекает на то, что не все ложные боги повержены. И мы вплотную этим займемся в ближайшее время, друзья. Колечко мы подбираем. Оно довольно прикольное. Я, пожалуй, сниму вот это наше кольцо невидимости. И надену кольцо Азуры. Кошачий глаз 20 пунктов и восстановление запаса сил 3 пункта. Вот такое вот.
Все, в принципе, мне здесь тоже ловить больше нечего. Возвращаться своим ходом я не буду. Мы телепортируемся. Телепортируемся мы вмешательством божественным. И окажемся... Да, возле Альдруна. Внезапно. Здесь нам надо по-быстрому пробежать. Да, призрачный страж можно уже снять. Надеть свою старую перчатку. Так, здесь наездник. Ну давайте его проигнорируем. И вот таким вот образом пробежимся. Я надеюсь, что стража нам поможет. На страже не переагривается, надо же. Какой хитрый. Но они там сражаются. Не знаю, видно вам или нет. Но, в общем, нас это уже не касается. Нам нужно у орка забрать вещи. Так, давай за мной. Пока что временно я переложу все барахло в Гуара. Стража не может победить одного единственного наездника. Кстати говоря, я отключу субтитры, больше они мне не понадобятся. Все эти возгласы мы и так прекрасно слышим. Ну, знаешь, конечно. Кстати, репутация у меня, друзья, 56. И уровень. Я как-то в пылу боев, видимо, упустил момент. Или забыл уже, что у нас повысился уровень. Так, ну я вот это вот все тяжелое позабираю. Также я заберу у него катану. Нужно ее перезарядить, поскольку нам предстоит битва ни с кем иным, как с Вивиком. Конечно, мы для виду сейчас доложим ему о наших приключениях. Но план... И, кстати, я, наверное, отдам ему пояс. Вот этот запаса сил, поскольку у меня есть с аналогичным эффектом кольцо. Пусть носит. Так, здесь камни, но это камни не те, которые мне нужны. Так, это все сюда, потом я буду это все сортировать. Так, это мое. Это тоже пока выложим. Клинок небес оставляем. Так. У нас, в принципе, перегруза не было, можно было и так пойти, но так или иначе вещи выкладывать все равно придется, потому что у нас остались незаконченные квесты гильдии магов. Возможно, ими я займусь тоже, если успеем в этой серии. Но камни пусть пока будут. Так, вот этот поясок тоже я выложу. Значит, только пока что оставим здесь. Там все еще сражаются с наездником. А я хочу перезарядить катаны. И повысить уровень заодно. Сейчас на нас уже никто нападать не будет, поэтому смело. Ну как смело? Кстати, подождите, какое смело? У нас нет бонусов. Друзья. Значит, нападение на Вивика откладывается. Нам нужно заработать бонусы. Потом отправляемся в Балмору. Здесь у нас обучение бездоспешному бою происходит и какому-то боевому навыку на силу. Да. Любому, в принципе. Сейчас чихну. Ой, прошу прощения, друзья. Что ж такое-то, а? Как сяду записывать, так начинает все чесаться, блин. Мне кажется, это от наушников. Я ношу очки. И в наушниках, когда надеваю, они начинают давить мне... нет, да? Давить мне, в общем-то, на нос. Я начинаю чихать. Так, вот ты мне нужен. Я знаю, что ты хочешь научить меня рукопашному бою. Добрый день. Что я могу для вас сделать? Это будет скорость, конечно, не сила. Но ничего. Рукопашный бой нам очень нужен. Итого...
Всего 2. Ну так вот, в общем-то, буднично и, можно сказать, даже походе мы замочили главного злодея здешнего. Но расслабляться рано, поскольку нам предстоит визит на Солсхейм. Я решил, что мы сначала сунемся туда, посмотрим, как там насчет сложности. Не отхлебнет ли орк там на первом же каком-нибудь оборотне или волке. Ну, на волке, наверное, нет, а вот какие-нибудь драугры вполне могут навалять. Так, все, скорость мы повысили. Ты чему учишь? Защита. Защита мне зачем? Древковое оружие. Но тут ловкость нет. Подожди. Подожди. Что же я учил? Так, ну тут атлетика и тоже защита. Нет, это мне не надо. Мне нужно что-нибудь на силу. Давайте посмотрим вот у этих ребят. Кузнеца я и сам прокачаю. Дробящее оружие. Ну блин, что мне это дробящее оружие? В принципе, ладно. Долго бегать не будем. Так, смотрим. Сила 2 по-прежнему. Ну, дробящее оружие на силу. А что тебе не нравится? 3. Давайте для баланса еще кузнеца поднимем. Чтобы было подешевле. Кузнецом-то я пользуюсь. 4. И 5. Все, значит, мы бежим обратно в Вальдрун. Перезаряжаем. Хотя они, наверное, уже перезарядились, пока я тут учился. Да, кстати, ну сэкономим камни. Тоже неплохо. Значит, тогда мы подбираем в Вальдруне орка. Да, уровень. Уровень. Силушка, скорость и удача. Ну и все. И да, нужно выложить камушек заветный. Все-таки. А, подожди, я уже такой, как будто мы Вивика уже замочили, уже такой радостный бегу, надо камушек выложить и бежать дальше по делам. Походя замочили Дагатура, потом походя замочили Вивика. Я на самом деле не уверен, что мы сможем Вивика-то замочить в нашей-то тактике. Если на него сработает паралич, ну начинается. Если на него сработает паралич, то это дело одно. И то не факт, что у нас получится. Если паралич не сработает, ну тут я даже не знаю. Зачем идти пешком, когда можно ехать верхом? Так, мы едем верхом в Вивик. Здесь придется пробежаться, потому что по понятным причинам вмешательством мы воспользоваться здесь не сможем вместе с орком. Но мы, наверное, вот воспользуемся вот этими товарищами. Можешь говорить. Как тени, смотрите, бегут прикольно. Не знаю, видно вам на видео? Но в жизни так не бывает, конечно. Это не очень реалистично. Хотя учтено разное расположение деревьев, ну, разная дальность. Это, конечно, прикольно, но как-то вот... Ладно. Так, через арену. Я слушаю. Говори. Репутация, еще раз, 56. Я хочу просто проверить, какая будет у меня репутация после разговора с Вивиком и после его убийства, если таковое состоится. Никогда я это особо не проверял. На репутацию всегда клал. А тут что-то захотелось. А вот он, собственно, и... Как сказать? Место обитания. Болезнь Мора прошла. Мы спасены.
Теперь мы должны отдать все силы на восстановление храма, а ты займись своими обязанностями защитника Моровинда. Мы потеряли свое божественное могущество, но не полностью. Некоторый след людской веры еще остается, и мы посвятим его возрождению храма. Сейчас, когда Дагатура больше нет, мы можем посвятить свою энергию более скромным людским нуждам. Это добрая, честная работа, и я верю, что в ней будет наше искупление. Конкретно твоя работа будет в том, что ты будешь помогать нашему орку или другому какому-то наемнику зачищать Мордхолд и Солсхейм. И очень будешь стараться в этом. Так, ну в дневник нам ничего не добавилось, вот что плохо. Дела, это понятно. Он был богом, а теперь он мертв. Если убить бога вообще возможно. А вот мы сейчас и проверим. Ну, вряд ли мне тут что-то изменилось. Да, давайте проверим дневничок. Квест со снами закрылся. Ну и основной квест тоже, в общем, закрыт. Его нет. Поэтому давайте вот так зайдем сбоку. Таким же макаром сохранимся, естественно. Призываем алчущего. Да, отдаем катаны. Чуть не забыл, друзья. Чуть не забыл отдать орку оружие. Так, применяем заключение. Это будет актом агрессии в данном случае. Но еще момент, подождите. Еще один момент. Уровень он нам не скажет, да? Да, это моб. Видите, у него нет шкалы отношения. Поэтому уровень он нам не скажет. Ладно, ладно. Прячемся. Так, и чё паралич? Не работает, что ли? О, смотрите, паралич сработал. Не сразу, правда. Но я думаю, что сейчас орк довершит начатое. Но паралич работает, это главное. Давайте обновим заключение. Так, на всякий случай. Здоровье убывается, как видим, в принципе. То есть, не так уж он силен. Но вот орка завалил. Друзья, вот это жопа, вот это вот жопа, вот это плохо. Так. Вот и закончился путь нашего орка, друзья. Я скорблю, но скорбя я должен отомстить. Потом призываем, наверное, Святошу. Что-то я размахнулся на заклинание. Нужно, конечно же, применить свиток. Так, ушел от нас алчущий. Поэтому мы призываем нового. Странно, что он не лечился. У него же куча этих зелий. Блин. Алчущий за ним просто не успевает добежать. Давайте вот так сделаем. Да, смотрите. Проходит паралич все-таки. Естественно, мы призываем Дримору следом. Вот только сейчас мне прилетит, чувствую, в лицо. Так. Со всем поглощением, с зельями он не смог вылечиться. Печально, печально, блин. Ну, неудачно, видите, неудачно расположен был алчущий. Если бы стали более удачно изначально. Так, Святоша ушел. Призываем нового Святошу. У меня свитки вроде бы еще есть. Обновим алчущего.
Давайте вот так, чтобы он в сторону алчущего бежал. Так, что у него, мана закончилась или что? Так, и, блин, закончилось заключение. Так, я заключил алчущего. Кажется, нет. Нет, у Вивика все правильно. Или нет? Нет, не Вивика, алчущего. Вот сейчас правильно. Ну, как-то вот через раз на него работает заключение. Это не заключение, а паралич. А у него, скорее всего, там еще регенерация. Давайте еще Дримору призовем, пока там они бегают. Стоп. Дримору. Святоша как раз нас вовремя покинул. Мы его перепризываем. Так, и алчущего, соответственно, тоже. Надо бы обновить еще и заключение. Но у него чуть-чуть осталось хп. Прямо чуть-чуть, нормально идет. Восстанавливаем немного магии. Дримора отъехал. У Святоши, смотрите, неплохой меч. Зачарованный. Это дает нам надежду. Ага, ага, надежду. Ну вот и все, походу и я тоже отъехал. Смотрите, как быстро. Ну да, здесь ничем не отличишься. Скорее всего. Давайте пробовать. У нас есть некоторое количество зелий. Вот, здоровье, не магия. Давайте таких и давайте... Нет. К сожалению, первый блин комом. Ну давайте еще одну попытку, вот одну единственную. Так сказать, работу над ошибками. Мы сразу призовем сюда алчущего. Вот он. Сразу призовем Святошу. Не получится сейчас, если вдруг, то все, как бы я это дело отложу. Потому что сейфлоудом заниматься у меня нет никакого желания. И мы накладываем заключение. Отдал я катаны? Катаны я не отдал ни хрена, блин. Заключение. И бежим. Так, ну прошел. Прошел паралич, это радует. Ребятки наши подбегают. Орк работает. Паралич висит. А он в орка-то атак от, и орк отъехал. Ну, то есть выжить нереально получается возле него. Он одним кастом сразу сбивает все хп. И орк не успевает сожрать банки. То есть скорость реакции у него довольно низкая. Давайте призывать Дримору. Все-таки для количества. Чтобы урон был побольше. Святоша, к сожалению, с незачарованным каким-то кинжальчиком беспонтовым. Так, алчущий отъехал. Обновляем. Я сказал, обновляем. Также обновляем заключение. Святоша отъехала и Дримора. Соответственно, Дримору призываем. И Святошу. Свитков у нас, слава богу, полно. Вот он. Давайте. Гасите его, гаденыша. За всю херню. Ну вот, есть все шансы. Если бы я не подставился в прошлый раз под его выстрел, то он бы лег. Главное успеть
С заключением не лохануться. И с маной тоже. Ну, паралич хорошо проходит. Прям очень хорошо. Я удивлен. Я думал, будет хуже. Будем тут бегать от него. Так, вырвался. Вырвался, гад. Ой, чуть-чуть я не подставился, блин. Так, все, алчище отъехал. Алчище призываем. Также обновляем Дримору. И Святошу, но и ману восстанавливаем. Это третий уже призыв или четвертый получается. Но это тренировка на самом деле перед битвой, например, с той же Альмалексией. Там будет едва ли легче. Там не будет вот этих колонн, за которыми можно прятаться. Так, ну где у нас Святошка наш? Поэтому где-то в таком ключе будет проходить битва с Альмалексией, я думаю. Затащить наемника нам туда не дадут. Так, и слетело, по-моему, заключение, да? Поэтому быстренько, пока... Отлично. Но здоровье у него не то чтобы уменьшилось. Кто отъехал? Дримора отъехал. Дримору призываем. Я сказал, призываем Дримору. Так, и Святоша, по-моему, нет, Святоша еще живет. Ну давайте, ребята, осталось-то у него чуть-чуть. Так, алчущий нас покидает. И у меня нет маны опять. Опять я. Есть. Есть. Так. Дрим... А, и все. То есть буквально оставался последний удар. Ну что сказать, друзья, как вам передать мою скорбь по поводу нашего наемника, орка, который был с нами на протяжении практически... Сколько? Так, ну давайте не будем его позорить уже. Такой момент. Броню я, конечно, у него заберу. У меня, правда, перевес дичайший. И, пожалуй, я вот так вот выложу, чтобы нам просто осмотреть хотя бы Вивика. Все тяжелое выложу. Мы это, конечно же, заберем. Мы не будем устраивать здесь могилку никакую показательную. Вот, 65-й, по-моему, это эпизод. Он был с нами не с самого первого, а где-то со второго или с третьего. Но показал себя отличным бойцом. Смог одолеть Дагатура, а это значит, что задача минимум у нас выполнена. Моего челленджа. Но на дополнениях будем думать что-то другое, друзья. Вот он, Вивик. Позорно лежит. Мы забираем у него уникальный артефакт. Это заготовка под призрачного стража. Ну что, на этой трагической и одновременно оптимистической ноте я, пожалуй, буду закругляться. Давайте посмотрим на звезду Азуры. Вот она. 107 тысяч всего лишь. Я думаю, что наш орк стоил дороже. Буду закругляться. Спасибо вам за внимание. Встретимся мы с вами уже в следующих прохождениях. Ну, то есть я продолжу записывать ролики. Будем целиться на Солсхейм. Всем пока.